Жизнь – это тот путь, за которым мы переживаем гамму эмоций, чувств и мыслей. Мы проходим в этот прекрасный мир с целью принести пользу человечеству, найти свое место среди миллионов людей. Но, проживая каждый день, данный Богом, мы и не подозреваем, что жизнь может оборваться в один момент. Так и случилось в сегодняшней истории, о которой мы вам расскажем. Как обычно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Джон Эдвард Джонс, 26-летний студент-медик, а также семьянин, который любил исследовать спелеологию со своими друзьями и семьей, попавший в ужасную судьбу во время спелеологической экспедиции в пещеру под названием Нати-Пати. Если кто не знал, спелеология – это наука, занимающаяся всесторонним исследованием природных подземных пространств, их происхождения, эволюции и возраста. Прежде чем мы отправимся в суть всей истории, давайте немного поговорим про саму пещеру. Пещера Нати-Пати расположена в 55 милях от Солт-Лейк-Сити. Когда-то была популярным местом для исследователей пещер. Гидротермальная пещера была обнаружена в 1960 году Дейлом Грином. Именно Грин назвал ее Нати-Пати из-за своеобразного глиноподобного вещества, которое вытекало из стен пещеры. Подобная пещера известна тем, что огромное количество людей обожали спускаться в нее и изучать ее без специального оборудования, попросту рискуя своими жизнями. По некоторым оценкам, ее посещало свыше 5000 человек в год. В период с 1999 по 2004 год в пещере, известной своими печально известными узкими проходами, застряли 6 человек. К счастью, все были благополучно спасены. Но, несмотря на это, именно соображения безопасности вызвали временное закрытие пещеры в 2006 году. Она вновь открылась в 2009, но, к сожалению, это было очень зря. А теперь возвращаемся к человеку, кому посвящен данный видеоролик. Джон был заядлым спелеологом. Подобный интерес к пещерам возник, когда он был еще совсем ребенком. Его отец часто брал его с его младшим братом Джошем в спелеологические поездки по всей Юте. Все изменилось в один день, когда он приехал в гости к своей семье с женой и 13-месячной дочерью. Кстати, его жена была тогда беременна вторым ребенком. Джонс был активным человеком и любил жизнь. В тот день ему просто хотелось немного повеселиться и провести время с семьей. Окей, дело было так. Джонс отправился в пещеру с друзьями и семьей за несколько дней до Дня Благодарения. Исследуя пещеру в течение часа, он решил найти популярный проход, метко названный родовыми путями. Джонс вошел в то, что, по его мнению, было этим проходом, но вместо этого он извился в трещину, которая шла почти прямо вниз, что не позволяло ему повернуть назад самостоятельно. По-простому говоря, он оказался в ловушке в пространстве, которое было 25 сантиметров в ширину и 45 сантиметров в высоту при росте 1,180 м. Джонс был довольно стройным, но, войдя в это пространство, он неосознанно обрек себя на смерть. Он сразу понял, что застрял. Поспешивший на помощь брат попытался вытащить его, но все его попытки были провальными. После этого он побежал к выходу, чтобы найти помощь. Вскоре после этого на место происшествия прибыли сотни спасателей. Первым спасателем на месте происшествия была Сьюзи Матола, которая прибыла около полуночи. К этому времени Джон был заперт в пещере уже 3,5 часа. Матола заговорила с Джоном. Джон поздоровался в ответ и сказал ей, что хочет как можно быстрее выбраться оттуда. И вот здесь как раз таки начался спасательный процесс. Спасатели считали, что лучший способ действий – использовать систему шкивов и канатов, чтобы вывести его из толчка Боба. Так называли этот проход. Что еще хуже, Джонс оказался в неловком положении. Он был перевернут, и спасатели могли видеть только его ноги. Эта поза оказывала на его тело огромное давление. Он не мог нормально дышать. Его сердце должно было работать намного сильнее, чем обычно, из-за необычного перевернутого положения. Вы, наверное, задались вопросом, мог ли кто-то из людей связаться с ним?
Да, мог. Наверху находилась его жена, и это был единственный человек, которому было разрешено поговорить с Джоном. Для этого спасатели опустили в пещеру двухстороннее кабельное радио. Разговор был коротким, они просто пытались утешить друг друга и продолжали говорить, что все будет хорошо, что у спасателей все получится. Другими словами, время было на исходе. Во время операции спасатели смогли установить систему из 15 шкивов, чтобы попытаться освободить Джонса, но глиняные стены пещеры не выдержали такого веса. Вся команда упала назад, когда веревка внезапно ослабла у них в руках. Ближний спасатель почувствовал, как что-то сильно ударило его по лицу и на секунду потерял сознание. Когда он очнулся, он не увидел ничего, кроме пыли. Когда пыль немного осела, он увидел, что каменная арка возле ног Джона, где была привязана веревка, раскололась, а ближайший ключевой болт сломался. Вскоре он понял, что Джон снова соскользнул прямо в расщелину, и на этот раз казалось даже глубже, чем раньше. В течение следующих 24 часов более 100 спасателей лихорадочно работали над освобождением Джона, но все их попытки были неудачными. После того, как прошло 27 долгих и мучительных часов для Джона, медицинский работник подполз достаточно близко, чтобы констатировать его смерть из-за остановки сердца и удушья. В конечном итоге спасатели потратили очень много времени, пытаясь спасти Джона, но расщелина решила, что отпускать парня не намерена, и отобрала его жизнь. Даже после трагической смерти Джона Джонса было очень трудно вытащить из пещеры, поэтому его семья и землевладелец согласились навсегда запечатать пещеру на Типати, оставив его тело внутри. После трагедии жена Джона, Эмили, произнесла следующие слова. Определенно, первые несколько месяцев я чувствовала себя очень бодрой и даже нормально. Но позже я уже не могла держаться. Я была явно опустошена и безумно скучала по Джону. Это было тяжело. Но я была полна веры, что все наладится, и я смогу справиться с этой болью. Я чувствовала, что Господь позаботится о нас с детьми, и все будет хорошо. Сейчас многие называют эту пещеру «Пещера Джона Джонса» из любви и уважения к мертвому спелеологу. Кроме того, у входа установлена мемориальная доска в память о Джоне. Помимо всей этой ситуации, стоит отметить, что есть фильм под названием «Последний спуск», снятый в 2016 году режиссером Исааком Халасима. Это документирование жизни о неудавшемся спасении Джона Эдварда Джонса. Это дает вам точное представление об испытании Джона и о том, каково это быть пойманным в самый узкий проход пещеры, когда наступает клаустрофобия, а затем безнадежность. Посмотрите, там все подробно показано. Подбираясь к заключению данного видеоролика, стоит сказать, что ваша жизнь находится только в ваших руках. Прежде чем отправиться в места, которые вам мало знакомы, предусмотрите все возможные варианты страхования в своей жизни. Возьмите все необходимое оборудование, обращайте внимание на то, куда идете. Отдавайте отчет тому, что шагнув дальше, возможно, не получится вылезти назад. Жизнь любого человека непредсказуема. Невозможно угадать, что будет завтра, через час или за той или иной дверью. Просто будьте внимательны к себе, и тогда ничего с вами плохого не случится. Огромное спасибо за просмотр. Как обычно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой истории. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал. Еще и в Telegram наш зайдите, мы там выкладываем много чего интересного. До новых встреч, друзья. Пока.